диас, дамас и кабальерос. Мы ехали и, наконец, приехали в Сьюдад-дель-Нуэстро, сеньора Санта-Мария дель Буэн-Айре. Ну или кто уже догадался, мы в Буэнос-Айресе, самом крупном городе Аргентины, экономической и культурной столице этой необъятной страны. Ну и в этом маленьком путешествии мы покажем вам этот город в его полном размахе. Я выиграл! Это экзотические истории. Аргентина – страна, где каждый день проходит между скачками инфляции и скачками на ипподроме. Ее сердце – Буэнос-Айрес, что в переводе «хорошие ветра». Название дали испанские моряки, поблагодарившие Деву Марию за попутный ветер. Когда-то здесь жили десятки племен – гуарани, мапучи, чана, но в 16 веке пришли испанцы с крестом в одной руке, саблей в другой и словами «наша теперь». Колонизация шла быстро, Аргентина была важной точкой на карте, с выходом к Атлантике, плодородными равнинами и стратегическим положением для торговли и контроля над регионом. 3 века – золото, католицизм и управление из Мадрида. В 1812 году Хосе де Сан-Мартин начал борьбу за независимость Аргентины. С нуля создал кавалерийский отряд «Гранадерос», обучил солдат по европейским стандартам и уже через год выиграл первую серьезную битву. Он понимал, если Испания сохраняет контроль над соседними странами, Аргентине долго не продержаться. Поэтому он начал готовить армию и в 1817 году провел ее через непроходимые горные перевалы в Чили. Это было военным безумием, которое сработало. Чили освобождено, потом Перу. Так он провозгласил независимость, отказался от личной власти и ушел с честью, без переворотов, без диктатуры и без медалей. Сегодня Буэнос-Айрес – это смесь театра, политики, кофе и парадоксов. Экономика в движении. Когда-то было 3 курса валюты одновременно, и все считались официальными. Сейчас вроде 1, но это не точно. Аргентинцы давно живут не по цифрам, по интуиции. И когда все слишком шатко, здесь просто включают музыку. Ведь танго – это не развлечение. Это антидепрессант, философия и страсть в одном флаконе. А еще есть футбол. Месси здесь не человек. Он как стабилизатор хаоса. Когда все снова подорожало, а бензин закончился, включаешь повтор финала чемпионата, и на душе уже не так тревожно. Аргентина может побеждать. Главное – не забывать об этом. Мы пришли на главную площадь страны, Плаза дель Майо. Еще не успев даже пройти куда-то вглубь, там в парковую зону, Даня говорит: о, вот это здание какое-то интересное, может быть, это собор какой-то? Я-то точно знаю, что это собор, просто он реально не похож на классический готический собор вообще. Это здание в стиле классицизма с 12 коринфскими колоннами, больше похоже на здание какого-то пантеона Древней Греции. А вот эти 12 колонн, они символизируют 12 апостолов, а на фронтоне изображена встреча Исаака и Иосифа, и это является аллегорией на объединение народов Аргентины, становление единой нации. О! Какой-то необычный достаточно собор. Я не такого ожидал здесь увидеть. А еще этот собор знаменит тем, что здесь находится мавзолей одного из национальных героев Аргентины, Хосе де Сан-Мартина. Здесь на самом деле вот стоят гвардейцы, охраняют вход в мавзолей. Я вообще не ожидал такого мавзолея увидеть, если честно. Это мне напоминает мавзолей Наполеона в Доме партизанов, Доме инвалидов. Действительно масштабно. Мавзолей немножко поднят над уровнем собора и имеет свой отдельный фундамент. Это связано с тем, что этот национальный герой был масоном, и церковь тогда не поддерживали масонство. До избрания папой Франциском в 2013 году в этом соборе регулярно проводил службы архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо, который был архиепископом Аргентины. То есть мы сейчас находимся в соборе, где сам Папа Римский неоднократно проводил службы. Вообще Папа Франциск славился своей добротой и открытостью к людям, и народ его очень любил. Мы сейчас на главной площади, да, на Плаза де Майо.
но это достаточно туристическое место. Здесь находится Каса де Росада, где, в общем-то, работает президент. Причем к нему можно вплотную практически подойти. По поводу безопасности. Человек, у которого я живу, местный аргентинец, сказал, что здесь он на прошлых выходных прогуливался, там месяц назад, и у него вытащили телефон из кармана. После того, как произошла гражданская война вообще между странами и определились территории в этой части Южной Америки, было достаточно долгое время диктатура военного порядка в Аргентине. В какой-то момент народ это начинало, естественно, не устраивать, и нарастали протестные какие-то движения. Как бы исправить эту ситуацию? Наверное, легкая победа в какой-нибудь войне нам сейчас поможет вернуть лояльность народа государству. И тут есть такие острова, Фолклендские острова, которые были территорией Аргентины, но еще это была территория Англии. И они решили окончательно попытаться их отбить, и в итоге проиграли. Народ, естественно, этот проигрыш не устроил, и военная диктатура наконец-то закончилась. Аргентинский народ, видимо, это все запомнил, и здесь, по факту, чуть ли не каждый день может проходить какая-то акция. Тем более на центральной площади. Понедельник, где эти все люди работают, надеюсь, в ресторане на сменах, поэтому сегодня у них выходной, и они не прогуливают работу ради акции. Yo cantaba dentro del palenque y la gente empezaba a apostar por el gallo de Tomás Valente o el de Francisco, ¿cuál va a quedar? Jueguen los gallos, señores, se oye gritar. Jueguen los gallos, señores, ¿quién ganará? Bets there? Gracias. Я вообще первый раз на ипподроме, честно говоря. Но мне нравится. Здесь такая атмосфера богатства и расслабления. По старинке причем. Так, вот там есть табло, и там есть номера. Кабальо, это кобыла. Какой номер ставим? 4. 4? 7 как будет? И 7. Я поставлю по $10. Сейчас исторический момент, мы ставим первый раз ставку. Я выбрал 4 и 7, я даже не знаю, сколько всего в забеге лошадей, я не знаю их потенциал. Данька ставит по $5. Вот, 4,7 коэффициент. Это номера лошадей. Культура гаучо изначально в Латинской Америке была повсеместна, и, конечно, проводились всякие местные соревнования гонок на лошадях и так далее. Потом уже зародилась игра в поло. И, в общем, лошади всегда с аргентинцами были, и поэтому в 1876 году на этом стадионе прошли первые скачки. Тогда это было увлечение элиты, отбирались самые дорогие, мощные рысаки, и это самый большой стадион Аргентины сегодня и самый старый. Он вмещает до 100 тысяч человек. И если вы не проиграли все деньги на скачках, у вас есть отличная возможность сделать это в местном казино, которое еще и самое большое здесь. И вот так же побежали наши молодцы. 4, 5, 6, 7. По-моему, наши даже не вышли из стойла. Давай, родненький, давай, давай. Смотри, как они кричат, все болеют, мне нравится. Вон они бегут. Я в восторге просто, если честно, от этих эмоций. Я не понимаю, кто победил, надо узнать. Как будто бы победил внутри, чувствую. Здесь такая атмосфера победы была, что я на всю жизнь вперед победил во всех своих конкурсах. Я здесь такой скандал учиню, если моя не победила. Пух и перья полетят. Вон поднимает. Первый пришел 7-й. Я выиграл? Правда? С коэффициентом 4,50, то есть я выиграл $30. Ты прикинь, я всегда выигрываю. Короче, я забрал выигрыш за свою гонку. Первая моя гонка на ипподроме. Смотрите, сколько денег у меня просто. Да, люблю, играть. Я ничего не понимаю. Где 15? Я чувствую вкус победы. Я проиграл.
Здесь ты просто выходишь и бесконечно в любом направлении можешь идти, и обязательно будешь проходить различные скверы, парки, интересные места, красивую архитектуру, и гулять тебе будет очень легко доступно. И это, конечно, тоже делает Буэнос-Айрес отличным городом для жизни. Ты постоянно находишь какие-то сходства с Европой, с Азией, с Дубаем. Удивительно, как этот город сочетает в себе это все. Какой-то микс в плане атмосферы. Он чувствуется очень родным. Здесь уже мы больше недели, и я каждый день хотя бы небольшую прогулку, вылазку делаю, чтобы посмотреть, как выглядит город. Честно говоря, даже просто хочется по нему гулять, потому что ты наблюдаешь вот такие аутентичные лавки с сыром, с мясом, да, с какими-то деликатесами. И еще, конечно, город живым делает то, что здесь все элементы изначальной архитектуры, они практически все сохранены, то есть вот эти аутентичные двери, оригинальные, да, это просто приятно наблюдать. Еще во многих кварталах высажены различные деревья, которые создают тень, и эти кварталы прям в эту жаркую погоду максимально пригодны для прогулок дневных, поэтому оборудованы различные местные кафешки, парильи, одна лучше другой, и люди просто наслаждаются чашечкой кофе, круассаном или медиалуной. Вот будете в Буэнос-Айресе, обязательно попробуйте медиалуны. На самом деле я посоветовал Дане тоже пиццу попробовать местную, потому что я заметил, что пицца здесь очень вкусная. И вот мы заказали две какие-то разные пиццы, салат из печеных овощей. И я думаю, что это будет очень здоровский ужин. Даня, как называется этот обелиск? Это обелиск под названием «Обелиск». Не прошло и 2 недель, как мы все-таки добрались до танго-шоу. Ну, на самом деле, я очень хотел. Когда я узнал, что мы полетим в Буэнос-Айрес, я сразу решил, что на танго мы точно пойдем. Мы пришли в театр Пьяццола. Это одно из основных танго-шоу в Буэнос-Айресе. Назван он в честь человека с фамилией Пьяццола, который перевернул вообще жанр танго. Он добавил в музыку элементы классики и джаза и сделал из этого шоу. Здесь, в Буэнос-Айресе, люди реально живут танго. По вечерам можно просто на улице увидеть танцующих людей рядом с кафешками. Такие места называют милонга. И они здесь повсюду, куда могут прийти люди, которые учатся танцевать танго или уже умеют найти партнера и пуститься в этот страстный и полный огня танец. María del amor de Buenos Aires. Невероятное шоу. Если приезжать в Буэнос-Айрес и даже только ради танго, это стоит того, чтобы приехать только ради танго. Это топ моментов вообще за всю поездку. Я поймал себя на мысли, что я после многих номеров в мурашках сидел. Хотя, ну как бы, это просто танец, казалось бы. Смотришь на танцоров, ты чувствуешь столько энергии, силы, движение, страсти. энергия, музыка. Я на это смотрел, и я только об одном думал, что я никогда этого повторить не смогу. Но ты чувствуешь иногда в некоторых танцах, они как будто реально любовью занимаются. Ну, вообще считается, что танго — это разговор без слов. Вот. Любой танец? Ну, не любой. В общем, я опять дошел до местной Париши, парильи, где жарят мясо. Вот сейчас первый раз покажу вам, как выглядит аргентинский стейк. Эти 2 недели, мне кажется, я съел мясо столько, сколько никогда в жизни не ел. Мясо — это здесь какой-то культ. Парильи, местные гриль-станции стоят на каждом шагу, и люди реально постоянно на завтрак, обед и ужин кушают мясо. Еще я заказал салат. В общем, вот так выглядит мой ужин сегодня.
Это салат с сыром и рукколой. И вот энтранья непосредственно. Я не знаю, какая часть говядины это, но энтранья одна из моих любимых, частей в асадо аргентинского. Здесь отличная ситуация вообще с транспортной инфраструктурой. Везде автобусные остановки ярко выраженные, легко доступны, и автобус подъезжает конкретно к своей остановке. И автобусы здесь, они достаточно старые, но они очень удобные в плане огромных цифр. Проезд оплачивается по карточке местной, Субе называется, и за метро может оплачивать, и за автобусы. Метро оказалось тоже вполне хорошим, чистым, безопасным, удобным, с понятной навигацией и достаточно комфортными вагонами. Вообще я очень пунктуальный человек, очень редко куда опаздываю, но здесь я уже третий день подряд не могу вовремя прийти на встречу, потому что я все время надеюсь на то, что такси приедет в ритме, в котором я привык, но оказывается, что живя в центре города, я не могу просто периодически вызвать такси, ни одна машина на Uber не едет. Она орет просто. Это может женщина какая-нибудь. Мы в экопарке Буэнос-Айреса, и, честно говоря, пока это самый красивый парк в моей жизни. Экопарк вообще изначально был зоопарком, его открыли еще в 1888 году. Известен этот зоопарк во всем мире одним из случаев, когда в 1998 году отсюда сбежала шимпанзе, а зоопарк находится в центре города. Эта шимпанзе 2 часа гуляла по городу, и ее ловили. То в 2016 году местные власти решили переделать зоопарк в общественное пространство для того, чтобы сохранить природу в естественном ее виде. Каких-то животных отсюда увезли, но очень много видов осталось, и сейчас, гуляя по парку, можно просто по одной дорожке прогуливаться с павлином, который гуляет здесь, как у себя дома. По сути, как сафари в Африке, только в парке у себя вот рядом с квартирой вышел. Я завидую жителям Буэнос-Айреса, парк прям зачетный. Этот экопарк известен тем, что здесь можно встретить патагонских мар. Вон они сидят парочкой. Патагонские мары – это, по сути, патагонский заяц дикий. Они, кстати, моногамны, то есть они живут всю жизнь только вот в одной паре. Поэтому они такие серьезные. Но вообще они максимально забавные, какие-то ленивые кролики-мутанты. На самом деле понравилось, что здесь многие животные, они не просто вот в клетке закованы, да, или они где-то за кустами спрятаны, а для них прям созданы условия нахождения в натуральной среде. Огорожено от туристов, даже некоторых животных сложно разглядеть. Например, здесь водятся тапиры, а я первый раз в жизни увидел тапира вживую. Тапир, по сути, это живое ископаемое, потому что за миллионы лет не изменился вообще. А это достаточно огромное животное весом до 300 килограмм, и они при этом еще и травоядные. Прикольно. Это самый крупный японский сад за пределами Японии. Но здесь, правда, прям ощущается масштаб. Создано искусственное озеро с огромными карпами кои. Красный мостик вот позади меня, это, по-моему, ворота в рай символизируют. Этот сад был открыт в 1967 году в честь визита в Аргентину наследного принца Японии. Он, кстати, впоследствии стал императором, если что. Этот сад символизирует как раз связь этих двух стран и является таким признаком дружбы. Мы с
снова пришли в музей, и сегодня это музей национального латиноамериканского искусства, ну или сокращенно Мальба. Вообще, это место считается одним из главных художественных музеев вообще всей Латинской Америки. И не зря, потому что здесь хранятся работы Фрида Кало и Диего Риверы, ну и других известных латиноамериканских художников. А вообще, Мальба не такой старый музей, он основан в 2001 году на деньги аргентинского бизнесмена, который передал в коллекцию музея больше 200 ценных экспонатов. Кстати, вот такое современное искусство мне нравится. Кладбище Реколета было основано в 1822 году как место захоронения богатых и влиятельных местных жителей, президентов, первых лиц страны, знаменитостей. А вообще, это кладбище входит в список одних из самых красивых кладбищ мира, и я это подтверждаю, а я видел много кладбищ. Люблю вообще гулять по кладбищам. Здесь можно найти гробницы в абсолютно разных архитектурных стилях, от классики до арт-нуво. Карта полезна только для этого на этом кладбище, потому что карта вообще максимально неинформативная. Ну и вообще, как вы представляете себе карту кладбища? То есть 4600 захоронений. Да, здесь улицы, но непонятно, какие здесь известные личности. Вот мы пытаемся кого-то найти, например, как там в Париже, там Эдит Пиаф, да, вот мне интересно было посмотреть, или в Лондоне там могилу Карла Маркса. Здесь мы выяснили, что особо никого мы не знаем. Кстати, никаких указателей здесь нет, как там улица называется, куда идти, но везде есть знак «Маузолей доктора Франко Сармиенто». Может быть, и не доктора Франко, я так решил, но вот мы вот идем туда искать. Мистические истории. Невероятно, но факт. Руфина Камбасарес умерла в начале 20 века в возрасте 19 лет, и ее похоронили в семейном склепе, но на следующий день семья обнаружила, что крышка гроба была сдвинута. После было доказано, что Руфина Камбасарес на самом деле впала в кататолический сон и была заживо похоронена. Девушка пыталась выбраться из склепа, сдвинуть крышку гроба, но безуспешно. Именно поэтому сегодня здесь есть статуя Руфины, пытающаяся открыть дверь. Только что мы наткнулись на могилу Джеймса Поттера. Джеймса Поттера. Стерли 2 буквы, чтобы это место не стало местом притяжения туристов. Вообще, честно говоря, это пока самый сложный для меня лично влог про Буэнос-Айрес, потому что, во-первых, здесь про что можно рассказывать, во-вторых, я не хочу ничего рассказывать, я хочу отдыхать. Хочу ходить в клубы до утра, хочу отдыхать на диване дома, а не ходить куда-то. Просто мы здесь за 2 недели успели сделать и снять меньше, чем за 2 дня где-нибудь в любом другом городе мы снимали. Да. Вообще Ла-Бока на самом деле это исторически интересное место, потому что это, по сути, один из первых районов Буэнос-Айреса, портовая его часть. Ну а с чего начинается портовый город? Конечно, с порта. Считается, что именно в Ла-Боке и в порту на противоположном берегу в Монтевидео зародился танго. Вообще изначально в Ла-Боке проживали в основном иммигранты из Италии. И сегодня этот район до сих пор сохраняет этот колоритный стиль. Ты знал, что Ла-Бока несколько дней даже была независимой республикой? В 1882 году жители Ла-Боки подняли свой собственный флаг и несколько дней считали, что они независимы от всех, пока сюда не приехал тогдашний президент Аргентины и лично не снял этот флаг. На самом деле все здесь напоминает о том, что это бывший порт, и здесь до сих пор сохранены старые какие-то ангары, которые переоборудованы. И здесь вот сейчас местный рынок.
откуда взялись эти цветные дома и традиция вообще красить эти дома в какие-то вырвиглазные цвета. Ну, во-первых, это портовый город, где жили достаточно бедные иммигранты. Где им брать краску для домов? 3, 2, 1. Конечно, использовать просто остатки краски от покраски кораблей. А здесь все равно как будто какие-то конструкторы Лего дома. Не в один цвет выкрашен, например, дом, а в несколько. Почему так получилось, тоже есть легенда о том, что не могли решить жители одного дома, в какой цвет красить, и они решили, что каждый будет красить как хочет, сам свой, любую часть дома. Короче, мы стоим в здании, покупаем мороженое, и вот я уже просто не удержался не рассказать, я возмущен. Здесь во всех заведениях салфетницы всегда есть, и вот там салфетки вот такие, как бы полупластиковые. Ну, ими нельзя вытираться, ими можно порвать себе рот. Это вот как упаковка, в которую заворачивают что-то. Ну, то есть, я не знаю, и они все везде здесь такие. Мне нравится здесь еда, безусловно, скажи. Да. От отсутствия ее разнообразия не будем сюда приписывать. Здесь неплохо реально поесть мясо, выпить вина, закусить это классным местным сыром. То есть, то, чего здесь достатки, это здорово. И это все очень качественное. Это, ну, если это мясо, то это мясо вообще вкуснейшее. Если это сыр, ну, это просто у тебя слюни текут просто от одного его запаха. Но если хочется поесть чего-то реально нормальной, здоровой еды, то вот ты хрен найдешь в нормальных заведениях, где будет дешевый там салатик какой-нибудь, там супец. А почти невозможно найти что-то дешевое. Пойти поесть на одного, это нужно ориентироваться, что это $15-20. Что мне не нравится, это огромная разница во времени. Вот завтра мне нужно быть в 11 часов по Дубаю на связи, а это получается по местному времени минус 7 часов. Что мне еще нравится про Буэнос-Айрес, это люди. Люди здесь классные, люди здесь открытые, добрые, готовые помочь. Еще с первого дня по приезду в Буэнос-Айрес Даня все время мне говорил про какой-то Либертад, и мы все никак не могли его найти. Но найти его было важным. И вот за нашей спиной находится парусник фрегат «Либертад». Этот самый корабль был изображен на 500-рублевых купюрах 97 года выпуска. И до 2010 года там изображался. Это рассказал главный художник Госнака Игорь Крылков. И вот уже после 2010 года они сменили изображение этого фрегата на изображение дальневосточного какого-то парусника. Ну вот просто знайте, такой факт. Аргентинцы, русские, Либертад. 500 рублей. Мы провели в Буэнос-Айресе 2 недели. Честно, это мало очень вообще для этого города. Мне казалось, за 2 недели сейчас как все наисследуем, все наузнаем. Неделя первая прошла просто в принятии ритма этого города, культуры, менталитета. Очень много времени провели с местными, в местных кафе, в Парижах. Я просто наслаждался, на самом деле, этим городом. Это то место, в котором хочется немножко замедлиться, остановиться и просто пожить, окунуться в эту местную атмосферу. Вот вторая неделя как раз выдалась уже более туристической, но мне все равно мало. Я чувствую, что для Буэнос-Айреса надо больше. Сколько надо для Буэнос-Айреса? Месяца 2. Наверное, да. Или всю. Здесь хочется, жить в этом городе. Я это уже какой раз говорю в каждом выпуске, да. Вот, кстати, очень грустно, что я ничего не снимал из ночной жизни, потому что половину ночей в Буэнос-Айресе я провел в клубах, в барах, и это было безумно весело. И это была хорошая электронная музыка, это была хорошая тусовка, это было безудержное веселье и танцы до утра. Поэтому я точно еще раз вернусь в Буэнос-Айрес и вам советую. Этот город творит магию, и у меня снова идут мурашки. Надеюсь, это еще не со времен Сан-Паулу, когда меня там кто-то укусил. Так что приезжайте в Сьюдад-дель-Нуэстро, Синьора Санта-Мария дель Буэнос-Айрес, и почувствуйте эти хорошие ветра на себе.